Всем привет, ребят! Мы продолжаем проходить Fatal Frame. Значит, началась у нас 4-я ночь, она же, по-моему, последняя. Будут здесь рассказывать про историю маленькой девочки, которая подстрижена под лопату. Вот, зовут ее Кирие, по-моему, так. Ну и, в принципе, больше ничего такого не объясняли. Ну и потом будет финальный босс, и все, в принципе, конец. Игра довольно-таки непродолжительная. 10 часов, по-моему, вообще за глаза на проходку. Ну, если знать, куда идти, то будет и 8. Ладно, поехали. Значит, очухался я вот после сохранения вот в этой комнате, где у нас дамочка играла на вот этом инструменте. Я забыл, как он называется. Ну, прикольный инструмент. Я бы хотел на таком поиграть. Так, ищем, чем поживиться в комнате. На столе есть несколько нотных листов для Кото. Я подняла нотный лист Кото. Это старая песня, но я думаю, что смогу сыграть. Здорово, Серега. Так. Ноты она нашла для Кото. Но, по-моему, этот инструмент, если я не ошибаюсь, старый граммофон, по-моему, если не ошибаюсь, этот инструмент называется не Кото. Она как-то по-другому. Но все равно, тут почему-то Кото пишется. Я смотрел, этот инструмент стоит на Алиэкспрессе, если его заказывать в Россию, короче, с доставкой со всякой фигней, он стоит что-то 30 косарей примерно. Ну там такая длинная, большая бандура, я не знаю, 1,5 метра, наверное, шириной, длиной точнее. Не хочет она на нем играть, полезли вот сюда, в дверь. Нет. Эй. Ну ладно. Вот здесь еще дверь была какая-то. Какая-то невидимая сила ее удерживает. А что делать-то вообще? Все двери закрыты. По столу раскиданы фото призраков. Фотки матери ее, которая повесилась. Подожди, может что-то сфоткать нам? Как отсюда выбраться? Вот здесь, за стенкой, дверь там и так далее в библиотеку. Здесь баба играла. Вот, теперь эта херня работает. Зашибись вообще. Трень-трень. Как на гуслях. Жуть какая. Вот это подъем на чердак. Кстати, вот эта последняя, ночь, она будет довольно-таки короткая. Что она проходится вообще очень быстро. Так, все, полезли. Я уже не помню, что тут происходит. Что лежит? Льется свет через отверстие в полу. Кто-то дырку пальцем проковырял, чтобы в бане подглядывать за бабой. Дед стопудово наяривал пеструн. Скример. Ну, нормальная пленка вообще. Бошки вышибают с одного раза. Но у них и так здоровья немного. Но все равно. Меньше кадров. Все. Она хочет еще позырить. Что? Я думаю, что я смогу увидеть через окошко коридор 2-го этажа. И зачем? Что-то все свистит, пердит, светится. Пилюли страх. Давай сюда.
Сейчас мы запилюлимся. Когда надо будет. О, еще дырка. Дед, я смотрю, активно прям подглядывал. Здесь есть дыра в стене. А там член просто в глаз. Так. Это кто? Я, говорит, не хочу умирать. По-моему, это баба, главная, которая главный призрак, финальный призрак. Она, по-моему, плачет, типа, я не хочу участвовать в ритуале, не хочу умирать, но ей надо участвовать там. Иначе будет все плохо. Вроде такой расклад. Ну, я думаю, это все, как бы, до финала-то сегодня мы дойдем. И я вот не знаю, в конце там будет песенка прикольная, финальная. Но мне кажется, авторские права YouTube предъявит за это дело. Так, я, получается, нахожусь на этом, наверху алтаря. Наверху алтаря. Блин, она бегать не может. Наверху алтаря, короче, где у нас эти повешенные статуи стояли. Ну, где я веревки лепил на них. Коробка с пленкой лежит наверху балки. О, кассета 90. Вот она крутая пленка. Давай сохранимся. Мне надо будет идти на среднюю балку. Чпок, камера. Сохраняем. Она по балкам бегать не может, они же довольно-таки толстые. Это прям, я не знаю, по-моему, искусственно растягивают геймплей таким образом. Так, вон проход один, давай туда сходим. Тут ни хера, а тут тоже тупик. Ну что-то валяется. Зеркало. Спасибо, не надо. Полезли в дырку. В отверстие. Ну, на самом деле это проход, я так понимаю, что это у них типа а-ля шахта какая-то. Ну, наверное. Чердак, может. Просто почему бы не сделать полноценную дверь? Клетка какая-то. Снова дети будут? А нет, это Кирия. Про нее же речь-то в этой ночи. Кстати, у нее странно нарисованы глаза. Ощущение, как будто у нее черные точки, ну, как бы черные сами по себе глаза, а у них белые точки. Вот. Так, стой, подожди. Блин, я рано зашел. Мне кажется, я сейчас что-нибудь возьму, дверь просто закроется и скажут: а, попалась, сучка. Все, тупик. Картина с ужасающими цветами. Может ли она что-то знать? Да без понятия вообще. Так, зеркало? Да, это зеркало. То есть вот это Кирия. Короче, Кирюха сидела прикованная и пялила на себя в зеркало. Видимо, перед ритуалом. Пошли внутрь. Потом пробовать будем выходить отсюда. Ну, по-моему, если я не ошибаюсь, камеру эту закроют. Я нашла дневник, написанный угольными чернилами между книг. Дневник Кири. Сегодня я вышла погулять на свежий воздух. Я гуляла в атриуме, а он вдруг вышел из гостевой комнаты. С тех пор, как я приехала сюда, я впервые заговорила с незнакомцем. Было забавно.
Он пришел меня проведать, вывел меня из комнаты, и мы прогулялись. Он рассказал мне названия всех цветов. Для меня все это было таким новым. Меня снова кинуло в жар, но мне не хотелось уже прятаться. Чё? Я ж прочитал. Часть Святого Зеркала находится под воротами Шинто. Иголка Кири. У меня есть красивая золотая шпилька. Может, она Кирина. Ну, тут странно, конечно, склоняют имена, ладно. Это, короче, шпилька Кири, той женщины из тюрьмы. Музыка как будто из советских фильмов. Это муж вот этой вот главного призрака. Ну и главный призрак, собственно, на экране. Любовь, любовь. Кири и Мафуйо. Но это не Мафуйо, это ее мужик, а брат вот этой героини просто Мафуйо, которого зовут, он похож на этого чувака. Нет, это не он. Может быть, тот мужчина, которого она любила при жизни. Может быть. Так, старый дневник, написанный угольными чернилами, лежит на месте зеркала. Еще один дневник. Выглядывая сегодня из окна, я увидела человека в саду. Он меня не заметил, он просто ходил туда-сюда, разглядывал деревья и холмы. Я его и сегодня видела. Он был в саду, он заметил меня тоже и помахал мне. Не знаю почему, но мне стало жарко, и я скрылась из виду. Когда я рассказала об этом священнику, он удивился. Он сказал, что я не должна выглядывать из окна. Короче, прятали эту бабу, а какой-то чувак ходил прямо это, подглядывал. Кто-то плачет, кстати, с левой стороны. Похоже, что на старом столе лежит чей-то дневник. Опять. Все в дневниках. Скоро состоится ритуал удушения. То есть вот эту бабу должны были использовать для ритуала. Учители священники выполняют омовение. И, похоже, в особняке для выполнения этого ритуала собралась вся семья. Обычно в особняке пусто, но сегодня днем бурлит жизнь. Сегодня на меня смотрел один священник. Он был печален. Я дева этого храма. Мне надо выполнить важное обязательство. Но как я могу выполнить свой долг, когда я так себя чувствую? Теперь, когда я познала радость бытия. И когда втянул этого бедного человека. Она познала радость бытия и втянула чувака. Какого чувака? Священника имеется в виду? Тут как-то странно. И она куда-то смотрит. Эй. Ну давай, выходим. Дева в белом. Побежали за ней. Кто ты такой? Ты, видимо, священник. Ну, надо текать отсюда. В каком-нибудь направлении. Я вот только не знаю, куда мне бежать. А может, мне вообще бежать не стоит? Не, вроде удрал. Подожди, а если я вернусь? Она там же будет? То есть этот призрак меня что, догоняет или что? Тут нет никого. Что-то непонятно. Возможно, она появится, если я буду типа правильно идти.
Сюда можно пройти? Да. Теперь работает эта дверь. Ну, я тут был. 5 дневника. Прошло 5 дней, а он не приходил. Священник сказал мне, что он вернулся домой в свою деревню. Почему он так внезапно все бросил? Особенно теперь, когда я скоро не смогу с ним видеться. Он мне приснился. Он смотрел на меня грустными глазами, так печально. Он будто хотел сказать мне что-то, но не пошел домой. Священники что-то с ним сделали. Зачем? Я не совсем просто понимаю, я правильно веду или нет. Может быть, мне туда в подвал надо чесать? Чё? Накрепко закрыто. Понятно. Сюда я должен, значит, просто забежать, чтобы сохраниться. И валить отсюда Валить отсюда, я думаю, к этому, какому, к ритуальному. Ну, там, где я маску втыкал и все такое. По-моему, туда надо идти. Вообще, по идее, мне должны призраками, ну, либо какими-то намеками показать, что я иду верно. Единственное, что надо как-то направление выбрать подходящее. Пока дорог немного. Ну, типа путей, короче. Тихо. Но как дверь заходит, игра думает, то, что я нажимаю обратное направление. Так. Надо вспомнить. Подожди. У нас, по-моему, вот тут алтарь был, где я по балкам шакалил. Так, туда поднимемся. Нет, не тут. Алтаря тут не было. Алтарь в другом месте. Блин, а где тогда? Дай, блядь. Дай быстрее. Тут очень много алтарей, кстати, на всю игру. Но, по-моему, мне нужно идти сейчас вот сюда, если я не ошибаюсь. Нет. Все двери закрыты. Так, значит, ходов у меня тут по низу только пройти. Потому что из этого большого дома ведет только... О, я вот этот алтарь искал. Ну, не алтарь, вот эта комната, короче. Так. Что-то блестит. Что еще мы можем взять? По идее, если скоро финал, мне должны пленки хорошие много наваливать. Старый свиток. Здорово, Даман. Даман 72. Привет, лайк с днем космонавтики. Да-да-да. В этот день Юрка Гагарин полетел в космос. Руководство жреца. Зеркало, охраняемое 5 богами, отвращает беду. Если ворота откроются, встаньте перед камнем, который лежит перед воротами. Поверните зеркало на врага. Затем завяжите веревкой девы.
Чтобы ритуал прошел успешно, необходимы все указанные элементы. Надо помешать беде любой ценой. Это священный долг семьи Химуру. Ага. То есть, я не знаю, мне надо зеркало собрать, что ли? Тут какая-то еще блестяшка была. Эти врата — вход во владение мертвых. Этого места боялись еще древние времена. Если врата откроются, случится бедствие, из ада выползет зло. Души тех, кого коснулось зло, привязаны к этому миру, и их уже нельзя спасти. Надо помешать беде любой ценой, это долг семьи Химуру. Говорят то, что типа вратам, говорит, не давайте открыться, а то будет немножко совсем плохо. Ни в одном документе не описана история ворот в подвале особняка. Род Химура охранял ворота. Это было их обязанностью. Они возвели здесь гробницу и исполнили ритуал веревки. Надо помешать беде любой ценой, долг семьи Химуру. То есть поясняет сейчас через записки, что такие за врата и почему я должен их закрыть с помощью зеркал. То есть мы в течение игры почему забирали кусочки зеркала. И вот прямо сейчас у нас будут закрыты все двери, чтобы прям по этой, как я шел прямой наводкой. Куда-то в определенное место. Так, но у нас здесь вообще дверь закрыта. Так, подожди, а что у нас тогда открытым-то остается? Может, назад мне тупо вернуться? За мной же эта баба теперь не гонится. Возможно, одну зовут Кири, а вторую, вот эту мелкую, зовут Кирие. Может быть, даже трудности перевода в этом плане. Тут дверей же больше не было, да? Сила держит дверь. Бля, куда идти-то тогда? По карте у нас бла-бла-бла, понятно. Так. Меня никуда не пускают. Так, вот здесь у нас вход в комнату сохранения. Бежим дальше. Там комната типа вот тупиковая. Да, ракурс камеры переключается, и она сразу же идет в другую сторону. Так, там алтарь, закрытая дверь, вторая закрытая дверь, хорошо. Причем я сейчас буду долго бегать туда-сюда и просто сейчас все позакрываю, ну, точнее призраки начнут нападать. Мне сейчас нужно найти какую-то определенную одну дверь, чтобы дальше типа узнавать. Дверь закрыта. Так, и там закрыто. Ходов все меньше и меньше, кстати сказать. Ну да, попробуем туда к алтарю сползать. Я вот не помню, он, по-моему, отодвигался, и там была лестница, что ли? Сейчас посмотрим. Да-да-да, слушай, вот. Подвал туда надо, где ритуал проводился. Так. Что-то отражает свет, святая вода.
Вода святая, это хорошечно. Здесь есть пьедестал прямо перед мумией. Его полость в форме шпильки. Вот, мы сейчас сюда шпильку положим. Я слышала шум, идущий из-за двери. Ну, дверь открылась, понятно. Есть тут еще что-то? Угу. Подожди. А с той стороны? Слушай, пошла. А, стой, что-то светится. Камера духа. Камень духа, пердуха. Давай, сахар. Блядь. Сейчас мы долго-долго будем, кстати, бежать до босса. Наверное, людей, которые играли во вторую плойку в эту игру, этот момент очень сильно бесил, потому что стоит тебе один раз проиграть, беги заново. Длинный коридор с кучей призраков. Просто одно неверное решение, и надо будет переигрывать 10 тысяч раз. Священные веревки обмотаны вокруг каменной колонны. Что-то блестит. И люльки. Все. То есть мы идем сейчас по той дороге, по которой ввели главного призрака, тёлку, на ритуал. Ну, там ритуал удушения и так далее. Чтобы закрыть с помощью этого ритуала ворота, чтобы демоны все, ну, в общем, зло вот это вот из ворот этих не вырвалось. Периодически этот ритуал случается, ну, с какой-то там 25, допустим, каждые 25 лет. Вот. И брательник вот этой девки, когда пришел сюда, он увидел эту бабу и как-то поплелся за ней, я не знаю, но я понял, что она его тоже убила. Вот. Жрецы ведут вот это вот Кири на ритуал. Вот она идет впереди всех. Кто где? Мам, Fatal Frame. Блин, тут их двое. А я Зорька. А где друган-то твой? Ну, хотя бы -1. Так-то. Давайте второго. Ага. Пойдёте. Блин. Я хотел его зафиксировать, но почему-то эта штука один раз только сработала. Не попал. Давай еще разок долбануть-то его осталось. Пойдет. Тут их сейчас много будет по дороге. Давай, наверное, отхилимся, да? Пилюльки. Хорош. Ну, эй, подбирай. Ищет ответ 7. Ну, хоть что-то так-то. Вдруг пленка закончится.
Хотя тут до конца не так долго. Заметки Мафуя. Вот, это дневник брательника очередной. Мику. То есть брат обращается к ней. Знаю, это странно, но я вас иногда вижу в этом особняке. Я бегу за вами, но всегда теряюсь из виду. Здесь должна быть где-то дыра во времени. Мы, возможно, никогда не найдем друг друга. Вы за меня беспокоитесь? Надеюсь, вы это прочитаете. Мне нужна ваша помощь. За проклятием особняка Химура стоит женщина по имени Кири. Ее принесли в жертву во время ритуала. Ее дух стал злом, которое вырвалось из ада, когда случилась беда. Она ужасное создание, которое поражает все, с чем контактирует. Наверное, я напоминаю ей о том, кого она любила. Я почувствовал это, когда она прикоснулась ко мне. Я хочу ее видеть. Если этого не произойдет, особняк обречен. Кири недовольна своей несчастной жизнью и сожалеет, что она не смогла выполнить в свое время свой долг служительницы храма. Я видел ее детский портрет. Она искала, кто бы мог помочь ей, помочь избавить ее от мук. Кири будто раздвоилась надвое. Вот, то есть девка мелкая, с прической лопатой, это Кирие. А Кири это большая, вот этот призрак, которая там все грудь окошмарила, и вот с ней мы сейчас будем в конце биться. Мико, хочу, чтобы ты помогла Кири. Ты должен выкрасть врата со священным зеркалом. Ну, скорее не выкрасть врата со священным зеркалом, а закрыть врата. Вот тут у нас привязывали ее, вот здесь был ритуал. Ручки, ножки все скрутили. Ага. Stop. Стойте. Я так понимаю, что ритуал прошел неудачно. Она вообще исчезла. Вроде как. Так, кто тут? Прям на сзади вообще. Сразу же. Тихо, она ползает и портуется за тебя. Пойдет. Это какая-то, может быть, предыдущая жертва ритуала, не знаю. Но это явно не финальная не финальная дамочка. Что-то где-то блестело. Убираем. Зеркало. Не надо мне зеркало. Так, с этой комнаты у нас два выхода. Причем отсюда, кстати сказать, у нас две концовки, по-моему. Именно отсюда, с этой точки, начинается. Там то ли идти за братом надо, то ли не надо, я не помню. Я, короче, в этом месте сохранюсь. Не работает. Я в этом месте сохранюсь, если что, то побежим заново. А что они предлагают заново? Назад вернуться, что ли? Зачем? То есть, короче говоря, у нас комнаты Шрёдингера. Что-то отображает свет фонарика. Давай, пилюльки. Хорошо.
Сзаделись. Тихо, тихо, дамочка. О. Еще разок. И вот так вот. Накапливать удар особо времени нет, потому что она очень быстро к тебе ползет. Пока. Слушай, ну пока этот какой, пока разветвлений вроде никаких, как бы ты в любом случае только сюда должен идти. Я не знаю, может быть где-то дальше будет меняться. Но концовок несколько. Две, может быть, даже, ну, по-моему, больше, чем одна точно. Что-то отражает, давай. Воды дали. Теперь что-то есть. Заметки Мафуя. Опять, брат. Я думал о той камере, которую нам оставила мама. Она принадлежала маме, и теперь, когда мама умерла... Она принадлежала маме, и теперь, когда мама умерла наша... Короче, теперь, когда наша мама умерла, раньше она принадлежала бабушке. Говорят, когда бабушка удочерила семья Хиносаки, у нее была только эта камера. Короче, в записке говорится... У них вот эта камера обскура, которая фоткает призраков, по наследству передавалась. Вот. От бабульки, матери и все. В некоторых документах этого особняка были упоминания маленькой девочки по имени Микото. Так звали нашу бабушку, которая нашла фотоаппарат. Потом я узнал, что мать Микото, жена фольклориста, умерла так же, как и ее мать. Мама не имела отношения к призракам, это сводило ее с ума, ей пришлось покинуть этот мир. Но если это та же камера, которая была ее мамой Микото, я не знаю всего, но уверен, что камера имеет отношение к проклятию этого особняка. Короче, у кого эта камера, тот самовыпил. Так, а мы уже, кстати, на финишной прямой. Погоди-ка. Сейчас мы пленочку зарядим. Да, нулевую. О. У меня есть 12 выстрелов на нашу финальную гражданку. Вот эти ворота, которые открываться не должны. Иначе будет беда. На эти ворота вешают бабу. Ну, не знаю, на протяжении скольких там лет. В общем, вешают бабу периодически. Сушится. Она висит, с собой ворота закрывает. Чпок. Все порвалось. Зеркало разбилось. Ну, разлетелось, получается, на разные куски. И вот поэтому в этом особняке столько духов. Все призраки типа вырвались наружу и заполонили этот особняк. Всех похерачило, короче. Так, дальше. Ну это все, это Final Battle. Надо будет очень четенько бегать среди вот этих камушков и фоткать портующиеся дам. Это же злоба. Я не могу идти дальше. И чё? Может, назад надо опять вернуться? Стой, да. По-моему, надо типа зеркало вот куда-то сюда вставить. Что все заработало.
Да? Может так? О. Он брательник. Mafuyu, Эй, брат, как дела, брат? А его уже Чика тискает, чтобы утащить с собой. Также на воротах сушиться. Miku. we'll always be together. Типа мы будем вместе, там что-то такое она ляпнула. И все. Давайте уже финальную битву. Сложность этого призрака в том, что она камеру начинает колбасить. Тихо. Пьяно. Та-та-та-та-та. А у нас она ваншотит. Эй. Бах. Вот это пролетело ей. Короче, если прицельно ее лупить, ну где-то выстрела 5-6. Главное к ней не давать ей подходить. А что такое? Что за игра, блин, объясни? Где-то запутался в камнях там. Нихера же не видно еще. Странно, но игра начинает виснуть, как только я перестаю бежать. И заново поднимаю камеру. Бля, я не успел. Так. Она меня тут загрызла чуть-чуть. Опа. О, нормас. Я застрял, кстати. Блядь, на секунду не успел. Где она? Тихо. О. Все, до свидос. Вот и весь финальный босс. 4 раза или 5 надо на Fatal Frame ее поймать и все. А? О? Ага, о! То есть она ее якобы не убила, камеру потеряла, и у нее есть только осколки зеркала. Она, вот это вот вторая личность, то есть... It's the last piece А, of the подожди, mirror. секунду, Серега. Она показывает то, что у тебя, смотри, у тебя в пленке, точнее в камере, есть еще одно зеркало, кусочек зеркала в камере находился. И теперь мы вкладываем в камень сюда зеркало, чтобы она светанула на нее.
Та-да. Вот, короче, эта тёлка ритуальная с брательником Thank goodness. перестали быть призраками оглашенными и, короче говоря, упали сюда. Теперь у нее типа две сущности соединятся. Все, говорит, ползи, ворота закрывай. Иначе все опять призраки вырвутся наружу. Что по плану следующее сегодня или вообще? Ну, я думаю, что Fatal Frame продолжать. Метро, это когда начнется, когда Elden Ring закончу. My duty is Потому to что keep тут this еще с gate Ютубом не closed. совсем все понятно. Арисака, привет, Арисака. Ай-хай. Ай-хай. Ариса. Короче, вот. Она решила, ну, практически добровольно влезть на эти ворота, чтобы защитить своей туловкой проникновение злых духов в наш мир. Leave this gate to me. The Оставь rest меня, of you, говорит, тут. hurry and escape. Я должна тут висеть. But what about you? Должна исполнить I свой must ритуал. stop the calamity, or else it will happen again. Бегите, говорит, глупцы. Don't worry about me. Не волнуйтесь обо мне там. Все будет ништяк. Matthew, come on. Кстати, народ так и трогал одну сотню. Miku, Ну, I must stay. если с Ютубом что случается, тогда на траву будем перебираться. I think I can help her. Правда, там тоже свои нюансы тоже есть. Там рекомендации практически не работают. Miku, you go on without me. Miku. The whole Miku time говорит. Kirei was guiding me, I Так и could hear her начинается музяка с screaming, авторскими правами, так что, возможно, не придется вырезать. screaming for help. Но мы сейчас хотя бы на стриме послушаем. As the Rope Shrine Maiden, she was destined to seal the gate. В общем, она должна была выполнить свое предназначение, закрывать ворота с собой, But she couldn't have всех both, дел. and was being torn apart by those two Судьба, feelings, короче, у телки такая, ворота which закрывать. resulted in the Вратарь calamity. она. Her spirit was touched by the malice, and she became a creature that wanted to make others suffer as she had. Now free of the malice, she is about to fulfill her duty as the Rope Shrine Maiden. Her soul must remain here, keeping this gate sealed off for all eternity. All alone. Endless pain. As long as she is free of pain, as long as she is not left hopeless, В общем, она пожизненно тут должна висеть распятая на этих воротах. Хочет она этого или нет, но ворота должна защищать. Miku. Matthew. Кстати, по-моему, это не лучшая концовка получилась. Look, their souls are all going back to where they belong. Ну, то есть, духи, которые выскочили через эти ворота, снова возвращаются туда, где у них, туда, где им I место. now realize why I was brought here. And I will accept this destiny of Я не mine, знаю, это каноничная концовка или нет. Miku. Thank you for everything. Но брательник по сюжету вообще, по идее, вроде Ever как since that каноничный. day, I stopped seeing things Брательник типа that остался other эту people телку пасти don't возле see. ворот.
Трунь. Ну, вот такая вот игруля. Ранг Иена, ни хрена себе. И чё? 10 часов. Добавился боевой режим. Добавилась функция звука. Новый костюм. То есть он довольно-таки хороший ранг, оказывается, прошел. И, скорее всего, концовка каноничная. Типа брат все равно остался с этой бабой. Да, вот такая вот игрулька. Народ Трова обмусоливает, но я смотрю, что некоторые начинают перебираться типа на Трова. Нет, там же ранг Е, он идет как этот, как и в Devil May Cry, сначала Е, С, по-моему, так. Я вообще, кстати, с этим ранг С, по-моему, самый типа крутой. Да похер, короче. Концовочку посмотрели и ладно. По Fatal Frame будут еще, там же у нас еще пенталогия, 5 частей этих Fatal Frame. Я думаю, что меня больше интересует, конечно, 4-я и 5-я. Так вот, первые 3 части мы по-быстрому пройдем, они не очень длинные, потому что. Вот. Короче говоря, по идее это, вроде нормальная концовка, не самая плохая вроде как. Ладно, пойдет, короче, ладно. Что дальше? Чем? Давай, наверное, тогда в кольцо полобаем, что делать. Трова стримят, а потом кидают в YouTube. Сначала S, S+. Ирил Гаоси. На Трова стримят, а потом кидают в YouTube. Сначала S, иногда S+, плюс, S+, потом A, B, C, D, E и так далее. Да, я просто спутал с этим, как он. Спутал, как же он называется-то? Со скалированием предметов, там тоже буквы. У Фромов-то. Там буквы в обратку идут. Ладно, давай тогда кольцо, все равно этот. Смысла нет сейчас вторую часть запускать Fatal Frame. Кольцо тогда полобаем еще, вон тут 3 часа почти можно стримить. Все равно кольцо проходить. Пока, наверное, игра загружается, пойдем, наверное, по перекур, да? Да в кольцо побегать. На Трова там рестрим нужен, чтобы желательно и там, чтобы и на Ютубе, короче, у тебя шел стрим на Трова. Не знаю, я пока не кольца понимаю. Пятки с бабулек сострижены. Ирил Гаоси. Анальные кольца кальмара. Сейчас мы в кольце пойдем за Микелой. Это считается самый сложный босс в игре. Так-то. Ирил Гаоси. Для рестрима у тебя ширины канала хватит? Да там с рестримом-то программы, которые рестрим делают. Вот, допустим, рестрим.io, блядь, все. Вы, говорит, под санкции попадаете, рестрим не работает у вас. Будем смотреть. Будем посмотреть. Да я пока, на Трова как бы канал-то сделан, все, короче, только запускайся. Пока YouTube работает, давай не будем разрываться на 2 платформы. Это довольно-таки непросто, потому что начнется вот этот геморрой, знаешь, там тут стрим лагает, там не лагает, потому что не все эти вот рестримерские программы и так далее, они не все хорошо работают далеко. Там, я говорю то, что лаги с эфиром и так далее. Так что не будем пока. Пока не будем. Если не требует дело того, то не будем. Вот YouTube, когда уже все, до свидания, скажет, как сегодня писали в новостях, на 10 лет Дума предложила заблочить YouTube. Вот. Не знаю. Пока подождем.
Ну вот как только действительно я не смогу зайти на свой канал в Ютубе, тогда уже будем на Трово уже там обоснуемся. На 10 лет, ёпта. Как-то так. Ну а потом, наверное, уже все привыкнут просто через 10 лет без Ютуба, наверное, поколение другое уже забудет, что это такое. Так я канал создал. На Трово канал Или создал. Галси. Ну ты канал создай на Трова. Договорениями ссылки кидай внизу. Будем знать. Я на Трово канал создал. А ссылки я кидаю уже, по-моему, 6-й стрим подряд. Они в описании внизу. Так что вот, еще там в сообществе написал тоже ссылку. Канал, если еще так же называется, и логотип такой же, так что будет сложно спутать. Так, давай, наверное, перекур, короче. Да? Сейчас 3 минуты. Да погнали в это. Точно. Я Погнали страдать, короче, в кольцо. Вторую часть Fatal Frame это, да, уже потом отдельным стримом. Ну, как бы, чтобы поровнее было. А то вторая часть... Ну, ладно. Кольцо все равно проходить. Там еще часов с моим продвижением там часов на 30, наверное, на 50, может быть, еще. Что это? Ладно, все, давай перекур, сейчас подойду. Ну, что-то. Завтра, если будет время, что запускать? Также кольцо или вторую часть Fatal Frame? Я тут вчера приоделся немножко. Будем за рогатого черта играть. Там защиты чуть побольше.
mr.тостер. А поталка кончилась, колечко подъехало. Да-да, чё тут симеть. Я тоже думал, что бы такого запустить. Потому что знал то, что кольцо-то скоро кончится. Ой, кольцо. Fatal Frame. Опа, ну только раскрылся, я ему в бубен на нах. Так, нам нужно, короче говоря, спускаться ниже. Эвил Гаус. Я чистил комп от пули на ВК. Накрылась помпа в охлаждении ЦКУ. Почистил. Блин, криворукий. Хз, как это произошло? Ничего не трогал. Пришлось новую купить. А у тебя какая помпа-то? У тебя воздушное охлаждение или водяное? Короче, ты все сломал, да? Так. Вот этого товарища давай-ка кометы. Запей ты свою херню. Сука, доджит еще. Ай, тихо. Нихера он меня долбанул. Гнида, ваншот. Вот утырок. А, блин, ну так и живем, чё. По чуть-чуть. Эвил Гаоси. Водяное. Мне больше нравится. Ей уже лет 5 было. Новая получше студия. Технологии развиваются. Кстати, и чё там тебе это охлаждение обошлось? Сейчас же вроде как... Ну, понятно, конечно, там... То говорят, ценник конский, а то говорят, что вроде как и цены вроде падать начинают. Так, давай мы, наверное, к этим двум не пойдем, сразу вот на того ломанем. mr.тостер. А может не фаталка, может что другой? Когда? Завтра? Эвил Гаоси. Без наворотов, необслуживаемую за 5 рублей всего. Светится, радует, будет. Ну, слушай, если светится и радует, это хорошо. 5000 это недорого. Ну да. Ну, я не знаю, вместо фаталки что можно? Можно метро. Хотите, давай запущу метро. Можно вторую часть фаталки, либо кольцо просто. Здесь у нас, по-моему, уже ничего не валяется. Все, что надо, я тут подобрал. Ибо я тут бегал. -1. Второй. Там вон еще одна гнида стоит. Так, в идеале мне нужно попасть вот за вот этот... Ой, тихо.
До свидули. Вон туда надо. Попасть, где ступеньки большие. Так, ну тот упал, просто он не подох, он еще живой. Сукин сын. Так. Сюжетом и видео вставками. Тостер. Хотелось бы что-нибудь с сюжетом и видео вставками. Ну и сюжет и видео вставки потом. Им. Я не знаю, ну метро. Что еще можно? Можно вообще какое-нибудь игровое кинцо позырить. Штаны напузырить. О, а че он тут сидит? Она забыл нападать просто. Так, ну если идти по прямой, то тебя просто завалят вот эти вот два арбалетчика здоровенных. Бля, ну там дерево стоит, вообще это не в тему. Ну-ка, давай мы, короче говоря, вот, амулет кошки у меня надетый. Сейчас попробуем шарахнуться прямо отсюда. Возможно... О, мне повезло. Чувак, главное, помер, а мне повезло. Ну, это из-за амулета. Я б еще раз с удовольствием посмотрел, но в исполнении Алекса. Блять. Ух, ё. Ай-яй-яй. Быстрее. О, я чудом спасся. Я вот метро только первую проходил, но если брать, то только ремастерит метро. То есть первой и второй части. Как там она называлась? Так. Нужно как-то это обойти так, чтобы у меня дерево особо не убило. Может, на пролом жахнуть. Либо... О. Призываем. Раз. Вкепываем это дело. Это дело. И давай-ка. Всем пизда. Опять зомби. А-та-та-та-та. Блядь, да вы... Короче, дерево тут вообще не в тему. Ну-ка нахер. Там тихее пиздюливается вовсе. Быстрее, блядь. Сука, ебучий козел. Ну там же вот, ну вот костер же был. Жопа. Кстати, метро, по-моему, оно не про зомби было. Метро было про что-то другое, по-моему. Бля, что Сезанна? Давай издевай. Подожди, может попробовать, блин, на пролом пробежать? Сука, нет. Ну, тихие надо будет призывать, чтобы он хотя бы дерево отвлек. Пизда, блин, боссом на квадратном метре надо биться. Охуеть вообще. Реально издевательство какое-то.
Причем с учетом того, то, что 2 дерева подряд почти ты мочишь. Которая запросто шотает вообще. Не обязательно в метро, можно, правда, что-нибудь, какое-нибудь игровое кинцо зарядить. Если уж так сюжеты, вставки там. Я не знаю. Так-то выбор широк. Так, давай второго. Сейчас он сам ко мне подойдет. Вот гнида, а. Блять. Просто за секунду ко мне подобрался. Пираты мы пираты. mr.тостер. Ну так-то мы же не пираты, а каперы на службе у короля. Пираты все пираты. Так, давай попробуем вообще скипнуть вот этих хотя бы ребят. Ну правда, сколько можно их убивать? И вчера тут бегал минут 40, наверное. Одно и то же, блять, мочишь, задолбалась. Хуйса вы пососете, да? У меня стамина кончилась. Да, блять. Оп. И все, ну. Ну вот и вся любовь. Ай-яй-яй. Пару лучников, да, надо мочить, походу, когда бежишь. Не, ну серьезно, столько врагов просто у тебя, пиздец. Еще и босс рядом. Всем, блядь, ебанулись. Все, пизду. Возьми свет. И посидим сразу. Оп. Хотя бы отъебутся всей толпой от меня. И такое. Почему опять полный человек? А, типа на тоненького, да, подъем? Кузнечный камень, 6. Так. Не знаю, может призвать нахрен кого-нибудь, да быстренько дерево замочить. А, тут тихие уже не призывается. Его типа на открытой местности только можно призвать. Да, пошли вы в очко. 16 боссов в виде мобов стоит на квадратный метр просто. Они еще, блин, хотят что-то от меня. Вон тоже. 3 босса просто вот. И чё, и как с ними биться? mr.тостер. Кстати, еще дерево в крысу со спина можно попробовать. Ну, она этот, как вам? У меня, наверное, дури не хватит. Но я попробую. Она, может быть, кстати, в эту дурку не пролезет. Хотя нет, ворота как раз под нее и сделаны. Ну, давай. Давай чисто для забавы. Все равно я там посидел уже во все. Вот так вот. Опа. Опа. И хуяк. Чуть-чуть не успел. Ха, она пролезла. Да, яйцо.
Но тут-то она не пролезет. Тихо. Эти штуки опасны. Давай полечимся. И его камерой добьем. А он теперь спамить, да, будет ударами своими. Да. Мне не выйти отсюда. Хотя... Во. Тихо, тихо, тихо. Все, дерево ускакало. А как оно протонулось туда? Заебись ты дерево делаешь. Так, надо мелочь еще по-быстренькому. Руна повелителя. Ну, в принципе, да, вот это моб, из-за которого ничего не дают вообще. То есть босс теперь обычный моб. Все нормально. Блять. Эти вот утырки куда серьезнее. Тык своей хуйней. Бля, ебать, у него жира, кстати. Ладно, пошел. Ёпа мать. Он сюда заберется? Да, все нормально. Сука, и второй прибежал. И да, они выносят просто. Один ударом спамит просто вообще. В жопу тебе со своим кинжалом тыкает. И второй просто наводящимися стрелами стреляет. 2 удара, ты покойник. Заебись вообще. Не, ну их нахуй. Вместе с деревом прям, ну их нахуй. Кстати, дерево не появится сейчас. Туда можно забежать, короче, взять какую-то дичь. Там что-то валялось. С правой стороны я видел фиолетовый. Ну-ка, двинься. Да. Священный бутон. Ну и нахер он мне нужен. Пизда, пол здоровья. Ну. В очко пошли. Просто 500 тысяч мобов на 1 квадратный метр. Что там, кстати, мне за дерево дали? 57 косарей. Ну, 50, короче, штук. И буквально ты чуть-чуть отходишь. Тут еще 3 босса. На квадратный метр, опять же. Которых просто так не завалить. А более-менее на них реагируют эти, как его, метеоры. Но их еще пробить надо. Че эти сидят? Ну, похуй, видимо, на товарища. А как же это великое, сам погибай, товарища выручай. Давай быстрей. Так, ну -1. А этот сейчас заспамит просто ударами. Нормально. Не, надо туда забегать, просто брать сундук и нахер оттуда, короче. Вот зачем? Просто они взяли тут, сколько тут, 3 этажа получается. Они на каждый этаж поставили по 2 босса. То есть, откуда вот я сегодня начал бежать, там, считай, 2 босса сходят по одной небольшой территории. Потом, считай, чуть выше ты дальше проходишь, чуть вниз спускаешься. У тебя еще одно дерево и еще таких 3 босса. Ну, то есть, Ctrl-V, Ctrl-C, все нормально. Хидетака не парился вообще. Максимально ёбнутая локация. Гнилой кристальный меч. И ваншот практически. А там все, там война началась вообще капитально. Ух, че, я туда не пойду. Вот, вся толпа шагает за мной. Стой.
Там еще какая-то лестница, кстати, была. Ну, похуй, все равно тут очухиваться. Там от костра с правой стороны лестница какая-то была наверх. Вообще, я так-то эту Микелу ищу. Скорее всего, пока до нее добежишь, там еще штуки 3, наверное, боссов будет. Ну, точнее, мобов, как боссов. Вот лестница. Давай позырим, что там есть. Кто-то дохлый. Шлем рыцаря Святого Древа. Симпатичненько. Но это он, скорее всего, тяжелый. И все, да? На. Кстати, кошку-потрошилку потом это сниму. Пускай пока амулет этот висит на мне, вдруг еще попрыгать придется. Так, давай вниз, наверное, пройдем. А что, тут боссов нету, да? Руна героя. Я, наверное, сейчас опять, если руны все похлопать, то у меня еще на левел наберется. Угу. Кстати, финишная прямая к Микеле. Она внизу там тусит. По-моему, это единственный босс, который обладает вампиризмом. Ну, естественно, ваншотом и всем остальным букетом. Опа. Бля, тут я в этой красной гниде стою. Ебанские мобы. Но его надо было сразу мочить. Возможно, еще придется за этот, как он, молитву от красной гнили поставить. Придется, возможно. Хотя, по идее, тут добраться-то не очень далеко. Буквально по веткам перескочить. Вот гнида, блять, а. А нахуй души забрал. Хотя толку от них никакого вообще. Где-то они доджат вообще просто люто. Они шух-шух там чуть ли... Ну, у них как бы ты практически действуют они как телепорт. Они носятся очень быстро, но ты их видишь. Ну, всяко лучше, чем невидимые враги, которые до этого были. Чем этого кузнечика, наверное, хер обойдешь просто. Он тебя догонит, он там. Давай так попробуем. Ну, а так ты вообще хуй в него попадешь просто.
А, нет, смотри-ка, мне тупо повезло. То ли потому, что эта гнида затупила, и он ударился типа в стенку. Так, давай по-быстрому. Оп, оп, оп. Ради гнилой смазки, серьезно. На уж. Кстати, а что у меня с перекатами? Все нормально, просто это. Я просто в красной гнили нахожусь. До этой Микелы хер доберешься просто. Так, надо вон туда. О. Да, там еще кто-то повылезал. Надо к кирпичам все. Кто такие? Бля, лучше не знать, наверное. Так. Сюда. Что, очень плотненько надо за жизнями следить, потому что красная гниль, я до сих пор отравлен. Это пиздец. Иди мне на эту ветку надо. А может и нет. Посмотрим, что там. Ага. Скорее всего, там это. Дорога к боссу. Бля, у меня просто же у меня пляжек не хватит. Туда сбегать и сюда сбегать. Суки со своим этим. О. Костер. Сейчас наверх поднимемся, посмотрим, что там есть, по ветке пробежать. Но если есть костер и призыв, значит это... Микела, встречай, как говорится. Я будем много-много умирать. Я туда схожу. Все-таки боссы уже ближе к финальным, за них много рун наваливают, и, возможно, какие-нибудь интересные костюмы дают. Ну, или там плюшечки какие-то. Это чё? Привет, как вверху жопа, а почему? Потому что, блядь, она сейчас вылезет меня из ваншотит. Ёпки. Я, кстати, не видел такое поведение у этих мобов. Чтобы они прям в землю зарывались. Йоу. Так. По краю войдем, посмотрим, что есть. В принципе, можно оттуда сразу портануться. Заебись. Это хоть кто вообще? А, еще одно ёбнутое дерево. Замануха, короче. Да, пошли в жопу со своей хуйней. По 16 боссов на этом. Причем это даже не босс, опять же. Я что, по кругу хожу, что ли?
Не, ну я выше поднялся. Чтобы что? Тут явно прохода нет. Нахрена, вот я не понимаю, нахрена они так сделали, что ты идешь к боссу, продираясь против, ну, продираясь к нему через других боссов, которые стали вдруг мобами. Сложность их в том, что ты с ними дерешься просто на очень маленьком пространстве. Просто ну нахрена? Что, ты смаковал момент, что ли? Бля, и тут проход, и там. Мужик сидит вообще. Это мобы. Там стопудово еще один какой-нибудь босс. Нихуя не пойму вообще. Ай, в пизду пошли. Без понятия, куда Моя идти. дочка тостер. Потому что так надо. Ты же не гений, тебе не понять. Возможно. Просто вот костер. Вот он призыва других игроков. И ты выбегаешь, чтобы вот в это попасть. Где, сука, босс? Почему я должен опять по веткам бегать? Это что, блядь, отвлекающий маневр или что? Или я должен чувака призвать, и мы вдвоем должны с ним побегать, что ли? По веткам, не знаю, в чем дело, блядь? Они такие, наверное, блядь, с разрабами сидят, ну, Хидетака во главе, жуют печеньки такие. Что-то, по-моему, они мало поебутся. Давай-ка мы, короче говоря, придумаем вот эту вот залупу, чтобы они часов 50 еще тут бегали просто. Это с учетом того, что я маг, кстати. А прикинь, милишникам сколько носиться тут и подыхать. Ебанько, блядь, короче. Все, пизду, пошли хоть сюда. Личинка бабочки, спасибо. Две двери, не одинаковые. Вот туда. Опять эти залупуши. Нихуя их тут вообще. Твою мать, ублюдки. Бля, и как их вычислять тогда? То есть там штуки 4 и одна жирная сидит. Тут еще это узбек, блядь, ползает. Да хуй тебе. Погоди. Блядь, я не успеваю. Ай, манна кончилась. Да заходи ты за эту колонну. Тихо. Главное не ебнуться. А как он попал мне? Ладно, это риторический вопрос. А чё, куда он? А, вот, сука, делся. Да, блядь. До свидания. Угу, естественно. Его выстрел всегда в тебя попадет, даже если он будет умирающий стрелять. Блять, там еще одна курва. Ёбнулся и загасить. Давай.
Ну-ка, ёбнутый, а чё это дохуя просто? Где ты маленькие и большие на тебя ползут? Откуда они все взялись-то тут? А, это просто... Ну, я не знаю, у меня нет слов. С одной креветкой тяжело. На большом расстоянии. Когда их две, они тебя могут просто, ну, как бы за 2 секунды замочить. То есть становится еще сложнее. Но когда их, блядь, вот такая вот толпа, тут только, по-моему, пробегать. Я не знаю, других, по-моему, вариантов нет. Причем надо знать, куда бежать. Я уже не говорю о спасении там душ, то, что ты набрал там, убивая этих бесполезных боссов, за которых ничего не дают. Так, давай, короче, на пролом. Так, вот чпоник, чпоник. Вот хуй знает, хода 2. Ирил Гаоси. А курва. Так, курва. Да, абсолютно в дырочку. Я почему-то выбрался на улицу. Блять, они и тут достают. Нахуй, я просто возьму эту блестяшку и пошлю в него очко. А меня никто не видит, я никого не вижу. Все вот просто в такую даль переться, убивать 1000 мобов, чтобы взять какой-то лист бесполезный вообще. Ладно, герои, ну, пожалуйста. Уже кто-то бежит, да, за мной стопудово. Эти жирнючие уроды появились. Где Микела, твою мать? Я уже готов страдать на это, по факту, короче, по факту убиения босса. Ебись. Надо, по-моему, возвращаться вот в этот храм. О, так, в очко-то прилетело. Он аж удивился. Вот что. Нормально. Там? А там никого и не было. Пиздец вообще. Надо на пролом опять чесать, только в другую сторону. Ну там вот потому что ты туда выходишь, там Ctrl-V, Ctrl-C начинается. Там боссов клонировали, короче, просто чтобы ты поебался, не собрав ничего. Это, наверное, для тех, кто с боссами бесполезными биться устал, вот на тебе, пожалуйста, мобов 50. Которые довольно-таки жирные, кстати, местами. Особенно лучники. Да, вот я тут как раз внизу сейчас бегал, там делать нехер вообще. Значит, надо как-то туда пробиваться. А может мне вообще наверх? Вот на эту крышу. Хуй знает, давай туда сбегаем. Блять, там еще один ход, кстати сказать. О. Вот эта дорога к Микеле, кстати. Что за листики? Она мне как схватит этот листочек. Одежда страницы. Охеренно они броню дают в конце игры. Еще один ход.
Ну, это, наверное, лифт, если ты по другой стороне бы побежал. Там, где креветки улетают. Ну, почти. Чего? А я, короче, все понятно где. Я по этой лестнице ползал, здесь я еще вчера вон эту блестяшку собрал, и здесь дерево ходило. Я просто лифт сюда привез. Ясно, понятно. То есть это как почти срезка, короче говоря. Правда, очень через жопошно сделано, ну. Зачем эта срезка просто нужна, если ты уже здесь сейчас костер зажег и можешь просто между ними портануться. Да давай посидим, чё уж заворачивать. Так. Посмотрим, короче говоря, атаки. Возможно, придется красную гниль или лечение применять. То, чем траванет меня, это Микела. То, что отнимется у меня, прибавится у нее по хп. Давайте сейв сразу. Возможно, метеориты. Пробуем так, по стандарту, короче. Давай, тихее. Хлоп. Ну надо составочку глянуть. Сюжетный босс. Но рога у него прикольные. Вон, сидит тут, дерево гладит. 2000 лет. Блин. Рожуха. У нее души нету. Вот, она, кстати, руку потеряла и шапку. У меня такая рука есть. Пластмассовая. Я не знаю, может быть, я сейчас ей ее отдам. Я так долго спала. У нее каждый пальчик железный. Моя плоть пожелтела, подобно потускневшему золоту, а кровь испортилась. Я оставила после себя гору трупов. Я ручку приделала в ожидании его возвращения. И шапочку оденет. Ну, прям Тор. Внемли моим словам. Я Маления, клинок Микеллы. Только она не видит нихуя, наверное. Блять, ебать, у нее сабля большая. И я прежде не знала поражений. Ок. Я тоже. Нихуя себе. Отличное начало торжества. Все, занимайтесь делами своими. Я, говорит, не знала поражений. Кстати, у нее жира прилично. Тихо, она по мою душу. Почти. Ее тихие отвлекает хорошо. Я, говорит, не знала о поражении, сейчас пизды, как малолетка получит. О, тихо, по-моему, что-то происходит. Ой-ой-ой-ой. О, ваншотики. Короче, понятно. Когда она только это притихла, чтобы как нас в шарик передануть, то и пизда, надо бежать. Но неплохо она тут покаталась, кстати. Короче, эти как его,
Метеориты нормальная тема. Все, я ухожу. Главное лишнего ничего не бухать. Оп. Так, я, да? Ай-яй-яй. Сучка. Я не вовремя сообразил то, что она начинает этот удар делать. Я у нее в жизни. Короче, ты ее лупишь, она жир себе наколачивает, походу. Это будет интересная битва. Члена битва так. Курва. Главное, чтобы Тихия не отъехал раньше времени. Там мне пизда. Кстати, сейчас еще вторая фаза будет. А там на серединке ХП как раз и нет. Давай. Надо, короче, ее выносить, чтобы она Тихею не лупила как можно дольше. Фига. Да, да что у него такой меч-то длинный, а? Мне может от нее убегать надо прям. Типа прыжки не помогут. Но меч реально у нее длиннющий просто. Наверное, только увидел то, что она на тебя начала смотреть, надо сразу куда-то ховаться по углам. Можешь попробовать это дело. Давай, заходим. Оп. 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 Давай, жопа. Да, она доджит. Все понятно. А, просто бегай по затылку, как ей долбанул просто. Она аж одурела просто. Ай-яй-яй. Это по мою душу. Что происходит? Ладно. Что-то все заглючило. Но все равно меня ваншотом, но все нормально. Походу она настолько быстро бьет, что игра не успевает прогрузиться. Угу. Че, и камера заодно слетела. Сейчас починим. Да-да.
Ну, как-то так, да? Не знаю, что с игрой. Но она почему-то решила... Никогда такого не было, но она что-то решила вообще глюкнуть. Глюкнуть конкретно. До этого она просто подвисала. Да. Что за хрень? О. Низкая кадровая частота, возврат на главный экран. Давай, да, перегрузим игру. Может быть, даже интернет подзавис. Да, не удалось запустить в сетевом режиме. Низкая скорость. Давай не сети, без разницы вообще. Ни один бихер, как страдать. Скорость или скорость сети, или с серваком какие-то проблемы. Вот игра и глюкнула. Так. Короче, комета не помогает. Точнее, метеор. Так, комета не помогает. Будем метеором пользоваться. Ща напортуется. Очень быстро. Ну хоть тихее и наваливает. Как следует. Опять ее вырубили. Давай, 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 давай. Тихей прилетела на половину здоровья. Она сдохнет когда-нибудь? Бля, я в стенку там уперся. Все, играйтесь. Тихо. Вот это опасная хрень. Бля. Она начинает вот эту вот атаку круговую и этим шариком летит за тебя. Причем, если ты останавливаешься во время того переката, то у тебя какие-то секунды. В общем, тут чисто совпадение должно быть, что перемещение шарика и ее за тобой должно совпасть с твоим перекатом. Только оно со твоим перекатом не совпадает. И во время вот этой анимации ты оказываешься на земле, ты покойник. Ну-то, блядь, чё? Это с учетом того, что в основном, да, вот так вот тихее будет ее валить. Да, блядь, ты пей ты свою херню быстрее. Вот я и снес четверть, потом хлоп у нее опять. Тихо, 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 тихо. Шарик. Шарик. У него опять полное здоровье почти было. Охренеть. Я, конечно, думал, что она вампиризм у нее крутой, но, блядь, не настолько. Понятно.
Вообще себя бить нельзя. Давать. Жесткий босс. Жесткой. Надо с воды уходить. Она тебя чуть замедляет. А тут прям вообще какие-то секунды. На все про все. И кошарик. Ай-яй-яй-яй. Кстати, мне повезло. Я как-то шарик ее перебил. Давай, 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 тихее. Кстати, она его вообще практически не тронула. Давай. Тихо. Но они даже тихее скоростной не поспевает вообще. О, пока лежит лупер. Давай, вторая фаза. До свидания. Че, ручка отвалилась. Сейчас она ее поправит и как даст всем дрозда просто. Только первая эта фаза тяжелая, тут еще и сразу вторая жесткая. Ну быстрее давайте уже. Здесь стихия при мне останется. В смысле, можно будет его не призывать. Постой! Я, говорит, я не договорила. Красиво, конечно, на мне пиздец. Феникс, короче. Круто. Алый цветок распускается снова. Я понял. А крылья из веток, что ли? Не, ну красиво, красиво. Мои аплодисменты. Сейчас ты познаешь истинный ужас. Ну да. А глаз у нее нету, походу, да? Сгниешь до костей. Ок. Бля, если она летать будет, как мне тихее туда позвать? О! Мы начали с ваншота. Ну, кстати, тихее я в нее попал. Опять заново. Круто. В принципе-то что, все я делал правильно. Единственное, что как-то... Я не знаю, как от этого ваншота уйти. На второй фазе. Говоря уже, конечно, от первой фазы. Стоять. Во-во-во, отвлекай, отвлекай.
Тикаем, тикаем, блядь, ну все. Нет, только ты один раз на удар попался, все, хана. Надо без... Этот босс ошибок не прощает никак. Первая фаза непростая, вторая еще хуже. Ну, когда тут было легко. Снаряжение, давай, мне щит этот явно не пригодится. Я попробую какие-нибудь талисманчики, вот, на выносливость, во-первых. Максимальный ОЗ, да, это все фигня, в принципе. Надо максимально быстрый прыжок сделать. Я думаю, хватит. Ну тут я не видел, на него она собирается лететь или на меня. Я просто слышу. Видно то, что она когда взлетает и собирается превратиться в шарик, ты понимаешь, что тебе труба, но только не понимаешь, фантому твоему тоже будет доставаться или нет. Так, и давай, наверное, со снаряги. Я уберу вот это. Не думаю, что мне комета пригодится. Шустрая падла вообще. Вот она, скок, все, херак, и шарик превращается, тебя добивает. Комбо, плюс еще отхиливается. Шикарно вообще. Босс, как говорится, красивый, но ебанутый. Я попробую меч. Он, конечно, не такой быстрый, но может быть что-то изменится. А и все, короче. Ай-яй-яй. Бля, ну, не знаю, как-то. Урон вроде неплохой.
Ай-яй-яй, быстрей. Вторая фаза. Кстати. Клинок вроде ничего. Довольно-таки быстро мы ее разместили. Давай посмотрим, что теперь со второй фазой. Ой, она не попала. Она тут же на меня ёбнула красная гниль. То есть тут надо быстро отхиливаться, пока у тебя, следить за ХП полоской, пока она сразу же. Вторая фаза начинается с того, что она тебя травит. Травит довольно-таки двинутым ядом. Стой. Который очень сильно у тебя будет снимать ХП. Не то. Тоже не то. По-моему, какой-то есть медальон красной гнили. Нет. Все боевые. Мощь чар. Мощь молитв. Чары молитвы требуют меньше УК, максимально уменьшается. Так. Баланс. Что за баланс вообще? Атаки огнем, сопротивление урону, молнии. Вот то. Низкое здоровье и защита при полном здоровье. Что? Подожди, повышает силу атаки вблизи от отравленных врагов. Нет. Убийство врагов, руны. Двигаться бесшумно. Не видишь прыжок. Нет. Может, пилюлями какими обсандолиться. Вот. Может пригодиться. Если я быстренько доберусь до второй фазы. Мы сейчас в углу можем захуярить. Вообще запросто. Ай, маны не хватает. Короче, за 2 фляги она уделывается первую фазу. Так, теперь эту красную гниль надо быстро излечить. Опять ваншот? Какого хрена? Я, блядь, вообще ничего не успеваю сделать. Вторая фаза начинается со смерти. Но и у нее почему-то пол хп улетает. Надо как-то вот выбрать секунду просто. Чтобы она не успела тебя ёбнуть. Можешь прям к ней бежать. Тут еще, наверное, важно, в какую сторону ты прыгаешь. И, скорее всего, положение только одно. Ну, типа угол. Ну, попади ты в тетя.
Тут херово трай прошел. Ну, заморозка как-то действует на нее. Может быть. Фига шарик, блять. Ладно, все равно забег плохо. Долго возились. Ее быстрее надо убивать. То она дуреть начинает. Походу ее в идеале там вот где-то справа, с левой стороны в углу вон там зажимать. Когда нормально проходится. Так, ждем ее тут. Оп. Оп. Удары не доходят. Блять. Все, текаем. Ну, понятно. Лютая швабра вообще. Попробуй сначала дойти до второй фазы, а во второй фазе тебе ожидает сюрприз ваншотный. Ну так. Тихо, шарик. Опа, ну я... Да. Мне не повезло, но я думал, что повезло. Мы тут оба валяемся с стихией. Давай, наверное, перекур. Сейчас я подойду.
Продолжим страдать. Может, еще что-нибудь, какую-нибудь магию попробовать. Ладно, давай пока так. Друг друга ударили. Главное не прыгать в ее сторону. Даже куда и она портуется. Ой, шарик, вали передо мной. Бой вообще быстро заканчивается. Да, я не достаю до нее, да? Блин, а как же мы ее-то? Очень удачно. Она, сука, тихее лупит и отхиливается. Падла. Вообще не вижу, что происходит. Шарик. Не, ну тут было нереально свалить от шарика просто. Да, она и тихее что-то сильно покосала, я смотрю. Вариантов-то для опробования много, типа можно капли вместо тихеи призывать. Какую-то другую магию попробовать. Она промахнулась. Шарик. Удивительно, но я от шарика убежал. Это как вообще? Шарик, да ты достала? Атак у нее немного. Но если она начинает шариком спамить, тебе в основном не жить. Нужна какая-то тактика, чтобы ее придерживаться. Ну, явно комета Азура не поможет. Ну, потому что спамится. Еще чуть-чуть. Почти. Да ну, куда там? Я до второй фазы добраться не могу. Надо еще там определяться с этим ваншотом. Я просто хер знает, в какую сторону даже прыгать этого удара. Шарик, блядь.
замах моей дубины нужно какое-то определенное время. И если ты начинаешь замахиваться и она взлетает, то ты не успеваешь уже ударить. У тебя анимация начинает идти. Анимация удара. А она прыгает с ваншотом. Еще как вариант не торопиться. По чуть-чуть ей сносить. Но чем больше она живет, тем она опаснее становится. Ну, потому что начинает им шаром спамить просто. Шар. Раз, два, три. Мне повезло, она почему-то шариком этим полетела Тихею мочи. Хозяин барин, как говорится. Сейчас как выпад бы мне сделала. Она прям целенаправленно идет ко мне. Что происходит? Давай, вырубаем ее. Блять, она отхилилась. Так, я не знал, то, что и выпад у нее тоже вот что-то еще. Да. Ну, чтобы с ней нормально драться, нужно быть редким, как понос. Таким же шустрым с телепортом, как она. Тогда наши шансы уравняются. Ну, поэтому фантом Тихея тут помогает хорошо. Блядь, опять я не достаю, просто для нее нормально. Пляшет во все стороны. Так. Как смотрит на него. Может, чтобы она... Да-да-да, отвлекайся вот на Тихею. Да, ты ее лупишь, блять, а у нее здоровье растет. Кстати, мана кончилась почти. В ухо ей прям. Сука, не достает. Шарик, блядь. Да ёб твою мать. Мне бы маны не хватило ее замочить во второй фазе. Надо слишком до хера, чтобы звезд совпало. Чтобы ее нормально пиздюлить. Потому что стараешься на нее на дистанции держаться и лупишь в воздух в основном. Ну, блядь, она эту дистанцию так быстро сокращает, что просто пиздец.
Окей, прилетело хорошо. Так, подожди. Стоять, Зорька. Шарик. Шарик туда улетел. Ай-яй-яй-яй. Блять, я прям под нее прыгаю. О. Надо, блять. Надо глотнуть. Было в флягу. Но она просто прям... Она только на тебя зырит, считает, все. Тебе хана, надо ховаться куда. Чика лютая, конечно. Чем там заниматься во второй фазе, я пока не знаю. Она начинается с ваншота в основном. Тарик, блять. Вот как от него уйти? Ну, да. Ну, он ваншотный, естественно. Заебись. Я такой не видел, чтобы она прям грабала тебя еще до кучи. Тогда получается, что у него? Просто отмашистый удар. Катана идет, выпад катаной, шарик и граб. 4 атаки у меня. Пока что. А может, глядишь, еще что-нибудь появится новенькое. Чтоб ты, наверное, не скучал, игра подкидывает тебе, блядь, новые нюансы битвы. Сучка. А чё ее тихее не выносит, чтобы она валялась все время? Так, все, отходим. Шарик, блядь. Ну все, у меня анимация пошла, и мне не уйти от этого шарика никак. Я, говорит, моление.
По-моему, меч у нее моление называется. Ее саму Микел зовут. Так, кометой попробую пострелять. Хуяк в сторону. Хуяк в сторону. Ну, комета мне позволяет держаться на расстоянии. Только это довольно-таки затратная штука. Блять, я в стенку уперся. Нет, комета слишком много расходует. Азур тут точно бесполезняк, потому что он пока начнет стрелять там... Мне кажется, я просто не успею. Тихо, шарик. Да, блядь. Не свалите от этого шара никак. Анимация подъема меча, все, ты покойник. Начало было неплохое. А? Странно, но почему-то она не шотнула. Праздник, что ли, сегодня? А, ну да. На день космонавтики она меня не добила с одного удара. Теперь я до нее хуй достаю. Сучка. Тарик. Ой, пизда вообще. Я прям под этот шар, короче, прыгнул. Тихе там что-то старается, наваливает, но так как она портуется, просто, я не знаю, в секунды какие-то. Как сделать босса сложно? Просто ускорись. Ускори его. И все. Сделай в разы быстрее персонажа. И будешь трахаться десятилетиями.
Как, блядь? Как от него уйти? Но все равно она на тебя летит с этим шаром. Щит там явно не поможет, даже и пытаться не стоит, потому что шотающая атака. Не. Там какой щит не был, и броня бесполезная. Это, скорее всего, рандомно тебе должно повести уйти от этого шара несколько раз подряд. И неплохо ее к земле прижимает. Сучка. Сложный босс. Вообще. Я думаю, даже финальный босс будет не таким. Ну, по традиции. Просто потому, что она быстрая. Чик-чирык, она уже где-то в другом месте, и ничего ты с ней не сделаешь. Ну пей ты, что ты, блядь, стоишь, смотришь на эту хуйню свою палку? Вылупился. Я, наверное, не достал, да? Ага, она просто промазала. Странно, как-то у нас анимация ударов не совпала. Шарик. Да, блядь, он мне пиздец. Я опять попал под эту странную анимацию. Короче, главное не жадничать, походу. По чуть-чуть смотреть, короче говоря, как только она отвлекается на тихее. Да, ее мочить. Хуй попал стопудово. О, пока лежит. Я не достаю, да? Ебучая тварь, нахуй. Пока пьешь, блядь, она тебя догонит, еще и убить успеет. Дикая тёлка. Дикая чика. Скоростная, правда, как понос просто. Пиздец, что подумаешь, как во второй фазе что с ней делать?
Я даже из-за своей анимации не вижу, насколько быстро она перемещается. Она в секунду возле тебя оказывается. Делает вот так. Я тут недавно смотрел ролик, как ее прошли на коврике танцевальном. Это вообще как? Интересно. Это магия? Шарик. А, ну это не по мою душу. Я вроде отпустила, это так? А, что ты не знаешь, кому пойти? Сучка. Во-во-во, отвлекай ее. Пизда, у нее опять, блядь, полздоровья. Я не успеваю. Бля, меня вообще мало... О, чат стихию завалит она. Все понятно. Ранее задался. Стрель, вообще не давать ей вставать. Возле земли она себя хорошо чувствует. Она же там любила деревья гладить. Допустим. Как от этого уйти, блядь? Пизда, сейчас опять ебись с первой фазы, нахуй. Ну вы серьезно? Первая эта фаза пизданутая, вторая еще более ёбнутая. Тому сейчас повезло, то что мы ее загнали просто в угол, нахуй. Бывает раз в столетие. Я думал, шарик. Это ее прямо замудохивать надо. Блять, этот шарик. Сука. Давай посмотрим, какие есть чары. Из чё? Так, ну отхил мне тут явно не пригодится. Это тоже.
Давай метеориты попробуем. Потом попробовать, что можно еще. Все остальное, в принципе, это херня. Янский двуручник можно попробовать. Вместо замораживающего. Вместо этого давай луну бахнем. Так, что еще? Что еще можно попробовать? Вот эти вот все заклинания, это чисто для зеленого посоха. Вот эти вот заклинания для синего посоха. Заклинателя в невидимку. И чё? Вообще нет. Давай юзить, короче говоря, по очереди. Метеорит Астеля. Сейчас посмотрим, что за метеорит Астеля такой. Так, и раз уж метеорит, давай и посох метеоритный мы возьмем. Красиво, но ни о чем. Ну да, метод тыка. Ебать, она выжирает у меня все это. Да ну, она меня заебашит быстрее. Короче, метеориты ваше говно. Луна. Что, блядь? На 2000 с Луны прилетела? Или что? В чем дело? Ну да. Шарик. Она тоже в шарик. Подожди. Сейчас еще раз в Луну залезем. Ну, метеорит Астеля говно полнейшее, короче. Это надо, чтобы этот каждый метеорит, они же летят в разных направлениях, под разными углами, это надо, чтобы каждый метеорит в нее попал. Она не настолько быстро перемещается, что она лавирует в основном между этими метеоритами. Спасибо, не надо. А заклинание это довольно-таки много чего жрет. Так. Вот таких бы, чтобы 10 клинков. Мне Тихон говорил, что они клевые. Но у меня такого я не нашел заклинания. Дай хоть 3. Сейчас мы ее еще раз в нее луну заебеним. Та-та-та-та-та. Да пусть. Что делаешь? Взял, высосал флягу. Драгоценную, возможно. Единственную флягу. Я так и не понял, как эта луна действует. Я в шарик забираюсь и что? Блин, Сейлор Мун, это с шарика и на 3 кола прилетела? Ну-ка, ну-ка. Но она много употребляет маны, это заклинание. Нет, я атаку не избиваю, это я. Бля, ну ты бы побольше опил, да, она отхилилась, короче. Пикайте.
Пикай ты, хлопцы. Бля, ну мне не хватает тупо маны. Чуть-чуть. У тебя расход большой, да? Нормально. У тебя расход большой на эту луну. То есть надо поднять полоску инты так, чтобы у тебя, короче говоря, расходовалось это заклинание на сколько? На 2, на 3 равно, чтобы... А то ты, получается, у тебя остается четверть маны. У тебя остается четверть маны. И ты выпиваешь эту флягу, чтобы она просто заново еще израсходовалась. Так, давай попробуем. Сейчас мы, блядь, опять на нее луной бросим. Ну, такое себе заклинание вроде. Долговато кастуется и особо не сносит. Ну, я не совсем уверен. Я ли ей это наношу? Может, ей тихие мудохает. 1500. Это она по мою душу. Причем она мое заклинание вообще запросто разрушает. Пучка отхилилась. 2. 3. Вот с таким количеством маны вроде куда ни шло. Да она задолбала хилиться, ну твою мать. И тихие мудохает еще. Шарик, кстати. Чудом от него свалил. Ну и чё, у нее пол хп, блин. Что, она просто меня дохуярит чем-нибудь, да и все. Долго употребляете, молодой человек. Ай-яй. Да, быстрее. Не, эта сучка точно ошибок не прощает. Ну, допустим. Я не попал, серьезно. Короче, ее фантом мой добил. Вообще бежать надо. О, нормально. Ваншотиком. Так, по-моему, я присел. Я не знаю, как уходить от этого удара. Она взлетает и в секунду падает в тебя, и еще и раскрывает свои лепестки нахрен, и вот ты полный гнили, и все, и покойник. Я, может, что-то не то делаю, конечно. Это жесть вообще. Слушай, ну, в принципе, с Луной как-то мы ее заколбасили. Плюс Луны в том, что она прям в нее летит. Минус в том, что она расходует очень много магии. Чё-то как-то не буст, блять. Пиздец. МР. Тост. Во второй фазе сразу бегом на нее, а не от нее прям бегом. На нее прям бежать, ну зашибись. Кто бы мог подумать. Хотя да, в принципе. Такие боссы в соусах были часто. На которых надо именно на них прыгать. А не от них. Бля, теперь вообще опять 10 тысяч лет надо доходить до этой фазы сраной. Ай, блядь.
Я не знаю, пробовать Луну опять. Смотрим, может быть, корианский двуручник будет пошустрее действовать. О! Если, короче говоря, ледяной меч хоть как-то бьет, ну то есть там магия разлетается, мне ее не достать просто. Понятно. mr.тостер. А попробуй клинки. Какие клинки? Двойные вот эти вот, с которыми я когда-то там бегал? То есть, короче, у меня одно заклинание накладывается, блядь, на другое. Я не могу вызвать, допустим, мечи, которые летают возле меня, сразу же на этот, как его, и сделать луну. mr.тостер. Нет, магия, ты брал ее вместе с луной. Клинки, они просто как щит действуют. Они вокруг тебя летают, надо близко к ней подойти, чтобы они ломанулись к ней. Но это слабое очень заклинание. Надо, чтобы таких клинков с десяток был. Есть такое, то что там 10 клинков, что ли, вокруг тебя летит. Но она тоже доджит, они пока... Она упрыгивает, пока не долетает до нее, потому что они летят с определенной скоростью. Так, это точно нет. Клинки точно нет. Комета. Кометой можно ее замочить, но она долго собирается, долго действует. Так, стой. Корианский двуручник ни о чем. Это морозный клинок. Он хоть как-то до нее достает. Луна, возможно, как вариант. Ты пока ее кастуешь, она... Ты хотя бы в воздухе находишься, то есть она к тебе прыгает, а пока... Ну, то есть во время обоих анимаций с ее и с моей стороны ты вроде как не можешь ее. Точнее, она тебя не ударяет. Что еще есть? Вот давай попробуем мастерство Лоретты. Тут неподалеку, потому что это давали. Магму попробуем. Сюда начнем. По идее, магии больше нет. Подходящей. Чё, попиздил не в ту сторону. Сейчас посмотрим, сколько у него лук будет сносить. Скорее всего, он затратный по мане. Но стрелы быстро летят. Опа. Я их хуй попал, да? Стрелы еще заряжать надо. Она удар мой сбила. Не густо. Да ну, херня. Магма. И чё? Подожди, ну, возможно, с магмой что-то получится. А как она на земле преимущественно находится, взрывающиеся потоки, ну, вот эти вот лужи магмы, может хоть как-то ее задамажит, кстати сказать.
Так, но лук лореты точно мы исключаем. Херня этот лук, пока нацелишься, пока его как следует под удар подведешь. Не вариант. Ранит заклинателя, чтобы сотворить кровавые шипы. Ну, примерно тем же самым она меня и бьет. Так что... Вот это попробуем. Ну вот мне интересно все-таки, что же это. Вот сначала за бурлящую магму посмотрим. Вроде есть какой-то инвиз, но я не думаю, что... У тебя там инвиз есть? Инвиз есть какой-то, но я не думаю, что это босс такой прям про инвиз. Она тебя спалит в любом случае. Ну, окей. Инвиз это, возможно, про мобов каких-то, знаешь, речь идет. Все. Что-то магма много расходует. Ай-яй-яй. Ну, понятно. Магма не очень. Я не знаю, может быть то, что она там в воде лежала. Да, фигня, короче, нет. Надо что-то более эффективное, прям, чтобы хорошо у нее сносило, как вот этот меч морозный. Он же заодно еще и подстанет ее немножко. Метеоры ставят, но станет, но метеоры долго вылетают. Какой-то ключик к этой сучке есть по-любому. Я хоть попадаю в нее. Пока она, блядь, валяется, я надо удохать. Вот этой магмой, тогда хоть какой-то профит будет. Но она настолько быстро передвигается, что пока я кастую всякую хуйню свою, куча маны просто куда-то в трубу улетает. И фантом больше наебывает. А хуй знает, насколько беспрерывно еще можно в нее стрелять. Это шарик, блять. Ну ладно. Все равно заклинание хуйня, я половину и снес, и почти все фляги израсходовал. Долго кастуется. Ты пока в одну сторону стреляешь, она уже в другом месте находится. Так, магму всю мы исключаем. Бесполезняк вообще. Мстительные призраки-преследователи. Нет. Живые покойники. Ну, я видел эти заклинания. Херня херней, короче. Пиромантия вообще. Какие-то серьезные пиромантные молитвы. Это уже молитвы пошли, потому что... они требуют больших этих...
веры. Ну, типа того. Это колдовство вообще. Что? И тут тоже колдовство. А когтями. Ну, это слабое заклинание. Укрепляет правое оружие и тело заклинателя красной молнией. Ну, надо, чтобы дамаг было, а не оружие укреплять. Это некоторое время исполняет УЗ. Это отхил. Глаза заклинателя загораются желтым пламенем ярости. И что? С этими глазами я и подохну, вот все. Что там толку-то на нее пялиться, если она тебя за секунду убивает? Пускай этот глаз заклинателя желтое пламя ярости. Это странно. Это что? Ливень задал поражающий. Ну, нет, какие в жопу ливни? Выпускает перед заклинателем 3 кольца света. Нет, это все херня. Максимум когти можно попробовать. Вряд ли будет эффективно, потому что когти вроде как летят быстро, но так как, наверное, у меня эта штучка не очень хорошо прокачана, не получится нормально ее задамажить. Давай попробуем. А, 2 сотки всего. Ну да. Херня абсолютная. Вообще. Ты, блин, на голову бы ей наступил. Короче, 2 варианта. Либо вот этот морозный меч, либо как-то луной. Но тут уйти надо еще от этого говна всего. Что меч, что луна примерно одинаково по времени кастуются. Единственное, что луна, она прям в нее летит. А мечом ты попробуй попади. Так. Да, еще луной попробуй. Во имя Луны. Круговой атакой? Я так понимаю, что она круговой атакой щит пробивает. Она всеми атаками щит пробивает. С ней щит вообще бесполезная вещь. Щиты, блоки. Точнее, не щит, а блок. Нет, это чисто наоборот босс. Поэтому она такая быстрая. Ну, ты там с ней не сделал. Блять, ну вот они опять. Только недавно было половину здоровья. Хуяка, они уже целые опять. А, луна мимо пролетела.
И у нее опять почти целое здоровье. Пиздец. Ихея почти дохлый. У нее, блядь, все здоровье растет и растет. Манный хуй. Ебать, у меня одна фляга осталась. Блять, это ДД, конечно. Серьезно? Вот гнида сраная. Она опять отхилилась. И пизда Ихеи. Как и мне. Пиздец, я думал, она сдохнет. И ударить не дает. Почему-то у меня манна перестала расходоваться. Короче, я хуй знает, у нее было вообще там на один удар здоровья, она себе обратно до середины отхилилась, да и все. Ихею завалила и потом меня захерачила. Да чего, блядь, ёбнутая сучка вообще. Я думаю, чтобы ее завалить, надо, короче, мистер счастливый случай, во-первых. Во-вторых, забивать ее прямо в углу. МР. Такое чувство, что луна чем дольше кастуешь, тем больше урон. Нет, скорее там, знаешь как, там попадает. Мечом тоже прилетает. Я сейчас 6 колов нанес урона. Ну вот если бы не вот эта вот история. Блять. Сейчас ей 10 урона прилетела просто. Я сейчас ей за 3-4 взмаха просто пера, блять, свою. Порепал ей неплохо. Помрет от старости. Ну да, либо я, нахуй. Я пока не знаю, что с ней делать. Она какая-то очень... Она... Странно, что она очень сильно здоровье себе восстанавливает. Просто вот видишь, как повезет. Либо ты очень быстро ей эту фазу первую снимешь, тогда она не успеет отхилиться. Либо ты будешь первую фазу до конца своей манны убивать, и ничего не произойдет. Чисто босс на скорость, короче. Вот, 4500 ей. И мяшел просто. Вот мы по-резкому ей снесли половину. Блять. Я думал, что они там дерутся. Если бы. Чем больше она бьет Ихею, тем быстрее хилится. Надо не себя не давать бить, не Ихею. Как милишники вообще с ней справляются, я хуй знает. Тем более на коврике проходить ей, это вообще пиздец. Шарик. Пизда. Как от шарика валить, я вообще не понимаю. Ну, чисто случайно получается иногда. И то она делает это трижды. Тебе просто стамина не хватает. От нее свалить нормальные перекаты.
МР.Тостер. Надо ее бить, пока она загрена на Тихее, потом убегать по кругу. Видишь, пока она бьет Тихея, он, естественно, получает урон. Тем самым отхиливая эту падлу. Ах ты, ебаная тварь, нафиг. Ну, просто она сейчас здоровье пополнила, потому что так надо было, блядь, ей. Она даже его не била, у нее здоровье растет. Как это происходит, я не знаю. Ее надо очень шустро и по-резкому заебенить. Но я хер знаю, как это делать. Чем дольше она живет, тем опаснее становится. Когда мы ее заебениваем в углу, есть все шансы. О, пока лежит тоже. Сейчас шарик, да, пойдет? Нихуя, другая атака. Пизду, я отхилить лучше. Шарик пошел, блядь, но... Все, мне дано. Курву ебучая. Наверное, у всех магов это любимый босс. МР.Пост. Долетать в нее стоит надо, блин. Ай, блядь, валить надо, но пизда. Если я близко к ней подбираюсь, она просто за секунду нахрен, ты даже сообразить ничего не успеваешь, она тебя любой своей атакой убивает с одного удара. Я, конечно, попробую еще ближе подходить, но, по-моему, разницы особо никакой. Она ж прыгает вокруг тебя еще, не забывай. Она же ебанько. МР.Пост. Пробу заспамить. Так вот, я еще и пробую, то что прям заспамить ее с двух сторон ударами. Причем Тихея, она шарик на Тихею сейчас отправила, она Тихею мочила, но так как он портируется, и она портируется с этим шариком вместе с ним. Осталось еще и заодно мне, блядь, а там просто секунда какая-то. Я хуй знает, какую дистанцию пока выбрать, но прям впритык, по-моему, не вариант не стоять.
Она сама эту дистанцию рвет, кстати сказать. Вот она только что была вокруг возле меня. Хуяк только лежала, уже встала и уже тут же на тебе наносит урон. Я говорю, хочешь босса сделать сложным, сделай его быстрее персонажа. Блин. Портанулась, но не ударила. Странно. Блять. Если бы я сейчас, по-моему... Странно. Вообще все странно. Шарик пошел. Ну и мне пиздец, естественно. Ее стихия травит, и она тут же отхиливается. То есть он ее травит почти ровно настолько, насколько у нее восполняется полоска здоровья. То есть пока, короче, ты делаешь взмах своим мечом, то есть анимация подъема этого меча, махнуть, чтобы удар до нее дошел. Она уже херак-херак, она уже в другом месте. Она самостоятельно рвет дистанции, поэтому... mr.dost. А чё, если не призываете Кею супер-пупер-мега-лучшим шиндаром? Нет, он ты чё? Лучше ты берешь, кастуешь его, и он бьет по прямой. Никуда не сворачивай. Пока его кастовать будешь, она твой луч прыг-прыг-прыг, знаешь, как в шашках, короче. Чик-чик-чик, она до тебя и сразу бошку тебе отрежет, нахуй. А ты все будешь стоять кастовать этот луч. Ты же им не управляешь. Он целенаправленно лупит. Поэтому вот лунный меч в чем? Да, лунный клинок. Ты его чисто ее морозом лупишь. Клинок сам не достает, мороз достает. mr.dost. А ты попробуй. Так я ж пробовал. Это вторая магия, которую я сразу же на ней испытал. Слушай, Етихея сейчас шарик сбил и на землю мордой воткнул. mr.dost. Ключевой без стихия. Чё? Ключевые? Так она хиляется от бока. Выходит. Ну а так она будет от меня хиляться. Я ее просто два раза, блядь, пиздали. Она хоть пока с ботом там вошкаются они. Вон, видишь, сколько он ей сносит? Я умер, а он продолжает ее дамажить. Пока не с ботом вошкаются, у меня хотя бы есть какое-то время ее полупить. А так она будет целенаправленно прям идти на меня. Ну давай попробуем, конечно, но, по-моему, это херня все. Просто когда мы стихией начинаем лупить одновременно, мы ее хотя бы, то я положу ее, то тихее. Големый этот Секиро Shadow Die Twice. Не, без бота у тебя еще шансов нет.
Я попробую. Ну, она хотя бы не хилится. Ну да, ваншот. Ирил Гаоси, у тебя сил как у хлебушка. Это просто она жирная. Ее кость широкая. Вряд ли я ее успею до конца стрима пройти. Продолжим мы ее, наверное, лупить завтра. Я хотя бы посмотрю видосы, как там, блядь, ноги делают широкую на широкую. Давай еще раз попробуем без бота, допустим. Вот просто 3 прыжка в секунду. Раз, два, 3 удара она делает, и ты вообще нихуя не успеваешь. И все. Когда она этим, как у вас, с фантомом дерется, у меня хоть есть варианты ее побить. А так она конкретно на меня целенаправленно идет, прыгает и все такое. mr.тостер. Я думаю, надо без бота и супер Хадукен. Наверное, тем, кому понравилось, Секиро Лобать сделали этого бота. О, босс. Она доджит, блять, она хуярит, вообще тебя это прессует, просто постоянный прессинг. Она всегда на тебя смотрит и всегда летит с ударами. Странно вообще, как Тихия, блядь, за 2 секунды не умирает, хотя, по идее, у него тоже, ну, у него много здоровья. Но не так, чтобы очень. Он ее отвлекает, он ее ложит мордой в снег и все такое. Сыт на плечи. Так. Супер Хадукен. Ну, блин, да давай, в принципе, без разницы. Что тут осталось? 10 минут. Я луну исключаю. Давай так. Вот смотри. Сейчас я не призываю. Ну, я флягу уже не буду пить, которая продолжает мне ударным, ну, не расходующая ману. Просто что будет происходить, давай посмотрим. Видишь, что творит? Все, прыг, скок, ей похуй этот луч. Вот. Она валит всего. Вот я по 200 ей наношу урона. Именно потому что я начинаю ее бить. Возможно, ну, типа, искусственный интеллект не особо реагирует. И не сразу успевает удрать от этого луча. Но потом она просто в сторону отходит и все. Нет. Комету этого Азура надо пользовать только конкретно на таких вот боссов, которые практически не двигаются, либо чем-то там заняты. Ты тогда можешь долбануть по нему, и он подохнет. А вот этих шустриков, не-не-не. Это чисто секиро, это надо перекаты, все что угодно, короче. Только недолго спамящее оружие, короче. Ей бы так-то и метеориты подошли. Но метеориты долго кастуются.
ей сейчас много. 6 косарей урона ей прилетело. Практически за раз. Давай. Оп, и тут я подхожу. Все, мана кончилась. И ваншот. МР.Тостер. Да ее вы застанете, Хадукин от души бы зашел. Хадукин долго делается. Стан она получает, когда ее, ну, Тихея там маленькая мордой в снег ее кидает, но она станется это 2 секунды. Ее как бы заморозить вообще не вариант. Ну, типа, не как в Fatal Frame, просто навел камерку, блядь, этого призрака заморозил и лупи себе спокойно. Хуй там пал. Она лежит 2 секунды в стане. Сучка крашеная. Чё так, а? Я думал, Тихея решил сочковать. Все, пизда, манна кончилась. Вот он ее сейчас застанет. Опять застанил, по сути. Я ей смог 4, ну 1003, наверное, паять урона. Вот пизда. Это по мою душу шарик летел. Я там слегонца разглядел в этой каше пикселей ее меч. Да, короче, последний пару раз попробую. Хорош сегодня. Завтра будем мочить эту падлу как-то, я не знаю. Ну, посмотрю видосы, может быть, там что подскажет. Может быть, она при каких-то определенных действиях ведет себя по-другому. Если что, можно призывом воспользоваться еще. Глядишь, может быть, какой-то мега игрок попадется, который не так будет долго, ну, в смысле, не так будет быстро подыхать, как я. Сейчас вообще некоторые удары не прошли. Вот как? Я ей шарик, что ли, сбил? Не пойму. Так, раз, два, три. Все, пойдем воевать с ней. Опять шарик. А, ебучий ты случай, блядь. Пизда, у нее опять 4 здоровья. Ебанутая фаза вообще. Ты ее мочишь, блядь, а у нее здоровье растет. Если бы она не отхиливалась, я думаю, был бы вариант ее, блядь, замочить. Сложный, но вариант. В плане том, то, что, ну, она быстрая, окей, но ты там хотя бы ее дамажишь, и хотя бы не впустую твои удары летят. А то ты ее ударил 10 раз, она из 5, считай. Ты попробуй попади в нее, во-первых. При лучшем раскладе у тебя, считай, 5 ударов, которые в нее прилетели. Задамажило ей 2 удара. Вот мимо просто. Хуяришь ей. И ваншот. Нормально. Уебище. Ну-ка, сколько. Тихея, нет, Тихея в этом плане молодец, то, что он ее травит и травит ее на расстоянии. Она не успевает от него отпрыгнуть от его удара. Ну, как бы бывает, что успевает, но не всегда. Он в нее красную гниль вот такую же почти швыряет, которую она травит. Вот. И это отравление хотя бы действует на нее на протяжении какого-то определенного времени. Плюс еще Тихея хорош тем, что... О, он попал первый раз.
Тихий хорош тем, то, что он, видишь, как действует. Он так же, как она, прыгает. О, как ей пизданул просто. Так, это шарик. А, нет. Она наебывает ударами. Давай, тихее, клади ее. Блять, ни одного удара, по-моему, да, не прилетело ей от меня. Пиздец, ни одного просто. Неважно, на каком расстоянии ты возле нее находишься. О, добьем. Так, к ней, да, говоришь? Блин, у меня манна там вообще на исходе. Я максимально был к ней близко. Она приземляется на тебя. Пиздука. Сегодня она какая-то двинутая просто. Я не знаю, как начинать, хотя бы начинать вторую фазу. Она просто падает в тебя. В любом случае, это ваншот. Причем неважно, сколько у тебя бы не было здоровья. А если это не ваншот, то, короче, она тебя дотравит остальным просто. У тебя какие-то секунды, чтобы бахнуть манну, и потом бахнуть пилюльку, и потом еще бахнуть этот, как его... Беги за ее спину. Я запомню. Беги на нее за ее спину. Я запомню. Может быть, раза с 50-го у меня опять получится до туда дойти. Короче, телка отвратная, я не знаю. Может быть, ну, завтра давай ее продолжим лупить. Завтра я еще посмотрю, короче, видосы, что, как там люди с ней общаются. mr.toaster. А не стой под ней. Вот, завтра мы попробуем ее замочить 100 раз. И потом сразу же пойдем на брательника ее, на Мога, который тусуется там под землей. И нам останется, по идее, только финальная локация с 2 боссами. Ну и там дракон еще, ну как-то так. Короче, возможно, завтра я воспользуюсь призывом кого-нибудь из онлайна, который, ну, чтобы побыстрее ее хотя бы помогли завалить. Может быть, какие-то тактики еще посмотрим. Не знаю пока. Пока, кроме как валяться часами и получать от нее пиздов, я не вижу никакой тактики. Так что будем, давайте заканчивать на этом. Спасибо, ребят, за поддержку. Завтра также в 6 полупим эту крысиную жопу. Сейчас пока надо отдохнуть, как минимум. Поэтому всем удачи. Пока. На канал подписывайтесь, если что там. YouTube заблочат на Трова, ссылка в описании. Вот.